1 ноября, первый день календарного месяца. Многие открывают свои ежедневники и начинают планировать, да? Ну что, дорогие друзья, присаживайтесь поудобнее, поехали. 1 ноября на самом деле день, который распыляет такую энергию, распыляет эмоции, будет настроение то туда, то сюда. Луна в Близнецах в квадратуре с Венерой, поэтому здесь желательно не делать никакие косметические процедуры, стрижки, укладки, уходы, потому что они вряд ли получатся. День для того, чтобы куда-то сходить, прогуляться, отдохнуть. Сложно будет поработать, сложно будет свои эмоции, я бы так сказала, удержать, но постарайтесь, не пылите, не злитесь, не проявляйте свою агрессию. Если уж ее настолько много, запишитесь в спортзал, будет прекрасный день. 2 ноября день уже гораздо лучше, день, когда необходимо провести время с семьей, провести его с теплым, таким приятным, душевным настроением. Можно расслабиться, можно сходить в салон красоты, например, там, обновить маникюр, выщипать себе брови. Укладка долго не продержится. Например, сделать себе стрижку, если же вы хотите, она короткая, модельная, вы хотите, чтобы эффект от нее сохранился надолго, то прекрасно. Для работы же этот день, подойдет разве что для IT-проектов, продолжать что-то старое, не внедрять нечто новое и попридержать нереализованные свои эмоции. Помните, что планета успеха, реализации, планета, которая дает нам такие достижения публичные, известные, а она сейчас в ретроградном движении, и уж точно с успехом сейчас необходимо подождать. Поэтому понимайте, что быстренько никто ничего не даст, необходимо трудиться. Да, разворачивается Сатурн, поэтому энергия начинать вообще что-то делать новое, она на ближайшую, на первую неделю ноября, будет в состоянии остановилась и стоит, да, поэтому нечто новое пока не пойдет и не начинайте, еще и лунный цикл у нас не завершился. 3 ноября, я бы сказала, что он дублер 2 ноября, но уже будет сложно в IT-проектах, будет сложно в международных проектах, что касается работы. Будет сложно держать себя в руках, не пылить, не топить за свою свободу. Поэтому здесь, пожалуйста, осознавайте всю суть своих отношений, пусть это рабочие, партнерские или же семейные. Да? Помните, что все пройдет и это. И здесь, как говорится, не нужно впадать в жертву, не нужно винить партнера, не нужно его во всем обвинять, потому что соблазн будет очень высоким, да. Захочется также впасть в жертву, в депрессивное состояние. Не делайте так, подождите. Можете сходить к психологу, встретиться с подружками, с друзьями, да, обговорить это все, поднять это настроение, которое бушует и бурлит, да, с точки зрения выговориться, помочь друг другу, осознать и пойти дальше, да. Не с точки зрения поругаться, навести какой-то бардак в отношениях и испортить все вокруг, да. Не нужно этого делать. 4 ноября. 4 ноября день будет еще сложнее эмоциональнее, чем 3 ноября. Я так хочу сказать, что накал страстей будет еще идти, да. Луна во Льве. В оппозиции с Плутоном, настроение так себе, настроение убивать, настроение злиться, настроение вспоминать все самое плохое. Постарайтесь в этот день, наоборот, вспоминать все самое хорошее и делать фокус и внимание на том, что вас радует, за что, ради чего вы проходите все испытания в этой жизни, чтобы хоть как-то полегче оно стало, да, это ощущение, мировоззрение, настроение, да, это у нас 4 ноября, суббота, да.
В работе, естественно, все сложно. Не вкладывайте деньги, не занимайтесь новыми проектами, не занимайтесь международными проектами. Ну как, вы можете вяло текуще просто продолжать ту деятельность, которую вели, но начать что-то новое, не даст результат тот, который вы хотите, потому что сейчас в данный момент находитесь в таких розовых очках, да, то есть не здраво смотрите на вещи, то есть есть момент, который очень сильно отвлекает от реальности, да. 5 ноября, это воскресенье, первое воскресенье ноября. Ну что хочу сказать, очень сложный день, Луна в квадратуре с Юпитером, с Солнцем, с Марсом, Меркурием. И здесь, конечно же, такая злая комбинация. Почему? Потому что тяжело будет дома, тяжело будет в сфере домашней. Если же вы хотите организовать себе пиар, провести какой-нибудь там прямой эфир, что-то такое мощное, интересное сделать, то получится с таким странным эффектом, эффект агрессиво, напряженно, захочется больше не полезного людям рассказать, да, захочется эмоционально выругаться, я бы так сказала, да, поэтому здесь держите свои эмоции при себе, а они будут как у Наполеона, лезть наружу, поэтому здесь спокойнее, расслабленно, нужно довести этот месяц до конца, да, вообще ноябрь месяц, который будет эмоционально сложный, поэтому, дорогие мои, понимаете, что вы делаете и зачем вы это делаете. 6 ноября, понедельник. В принципе, уже попроще. Энергия будет идти легче, но на поверхность начнут вылазить все обиды, переживания и претензии. Да? Поэтому здесь, дорогие мои, отслеживайте свое состояние, оппозиции, да, с Ураном и с Юпитером станут немножко попроще расходиться, но здесь обязательно понимайте, что вот обиды и переживания, они всегда у нас появляются в тот момент, когда мы что-то осознаем, да? Когда мы не осознаем, мы бьемся головой о ту стенку, которую проломить невозможно. Поэтому понимайте, что если вы уже перешли в другую стадию понимания, осознания, появились обиды, вот здесь вы, пожалуйста, поваритесь в этих эмоциях, отношениях, в этих обидах. Почему? Вариться в них не нужно, из них нужно извлекать полезные выводы для того, чтобы идти по жизни дальше. Потому что не просто так обиды сидят в каждом из нас, они, это наши такие точки роста, да, то есть такие боекомплект наших возможностей на случай нашей реализации, я бы так это сказала, да. Поэтому здесь вытаскивайте все то, что необходимо с этой обиды узнать, и прощайтесь с ней, да, идите дальше. Но вот вся мощь и сила как раз-таки в этой обиде. На этой обиде можно горы свернуть, да, можно достичь многое чего. Гораздо хуже, если вы постоянно бьетесь одну и ту же дверь и не понимаете, почему эта дверь не открывается. Она и не откроется, пока вы не осознаете обиды. Поэтому вот такая первая неделя будет у нас ноября, и мы переходим как раз-таки с 7 ноября. 7 ноября здесь, конечно же, включится наша интуиция, Луна в соединении с Лилит, все это добро в Деве. Вот здесь наша интуиция будет работать благоприятно на наше продвижение, на нашу реализацию, на нашу публичность, да. Луна станет в тригоне это благоприятный аспект, это хороший аспект с Юпитером, да. И здесь, конечно же, для реализации, для того, чтобы себя как-то презентовать, для того, чтобы как-то улучшить свою репутацию, побольше заработать денег, хороший аспект, но здесь подключайте интуицию для того, чтобы работать. Работать уже хорошо, особенно наводить порядок, весь то, что случился в первой неделе ноября, да, очень хорошо, очень прекрасно, и делайте, следуйте этому, не впадайте в жертву и по-прежнему не вкладывайтесь в сомнительные проекты. Прибыль будет тоже от них сомнительная, да, только четкие плановые проекты. Итак, 8 ноября, Луна в Деве, Венера еще в Деве не поменяла знак, все в благоприятных аспектах, прекрасно работается, прекрасно зарабатывается в этот день, настраивается работа как надо, четко, продуктивно, на тот самый лад,
Новое, конечно же, начинать сложновато, продолжать старое прекрасно. Совсем скоро Венера выйдет из знака Девы, перейдет в знак Весы, и как раз-таки все то практичное, на что вы опираетесь в партнерских отношениях, оно развеется, да, то есть все претензии к партнеру о настоящем материальном уровне и благах, они как бы улетучатся из вашей головы, и придет нечто такое духовное, нечто более понятливое, нечто неосознаваемое, но все то, что вам необходимо в отношениях, интересное, да? Поэтому ловите эти нотки, ловите это настроение, отслеживайте эти эмоции в себе. В работе сейчас, 8 ноября, прекрасное время для работы, для внедрения заграничных связей, для реализации этого, для изучения языков, иностранных языков, для работы с иностранцами тоже прекрасное время. Для образования в том числе. Поэтому, дорогие мои, 7 и 8 ноября прекрасные дни, дерзайте. 9 ноября и Луна, и Венера перешли в знак Весы. О чем это говорит? О том, что на ближайший месяц в любовной сфере у вас будет эмоциональные отношения, эмоциональные, я бы так сказала, выходы из ситуаций. И здесь, мои дорогие, вы будете проходить уроки, связанные с кармическими задачами, с реализацией именно в партнерской сфере, в партнерских отношениях. И если будет сложно и тяжело, не думайте так легко, что все, надо расстаться. Нет. Если сложно и тяжело, это говорит о том, что вы на правильном пути. И вот это вот необходимо покопаться, почему тяжело, да? Почему вы так долго вместе, но не получается. Здесь, мои дорогие, заострите свое внимание, запаситесь терпением и начинайте работать. Понимайте, принимайте, осознавайте и проживайте те моменты, которые вы не даете себе прожить, да? Что касается работы, 9 ноября можно будет легко ошибиться, если заниматься какими-то творческими проектами неоднозначными, проектами нечеткими, да, делая акцент на сомнительные связи и договоренности, можно будет прогореть. Поэтому, мои дорогие, внимательно подписывайте все то, о чем вы говорите, все то, что вы согласуетесь, для того, чтобы потом не иметь проблем. 10 ноября, дублер, я бы так сказала, 9, день, когда будет сложно договориться, день, когда необходимо все делать четко и планово для того, чтобы не прогореть, я бы так сказала, да. То есть договорные отношения должны быть четкими, строго выполнены соглашения сторон, да. То есть здесь обязательно понимайте, все то, что подписано, все то, что сделано, оговорено, оно, такое четкое, фундаментальное на века, да. Поэтому, если же вы не хотите подписывать те договора и документы, с которыми вы не хотите иметь такие достаточно очень сильные, вот Море прям правду говорит, да, мощные такие отношения в последующем, да, то не подписывайте в этот день, отложите буквально на несколько дней позже и будет, либо же сделайте это ранее, да, для того, чтобы, эта ноша так не тянула, да. 11 ноября все то же самое будет в работе. Сложный, в принципе, день, 11 ноября, последний день уходящего цикла, один из последних, да, 11 и 12 сложноватые дни, Луна в соединении с южным кармическим узлом, да, и здесь будут, конечно же, вопросики того, что мы не успели сделать, наших кармических задач, нашей нереализованности, все то, что мы не сделали в партнерских отношениях, не сделали в работе, в бизнесе, в публичности, если же вы в жизни публичный человек, да, не сделали в бизнес-сфере, потому что весы отвечают еще за бизнес, партнерство в том числе. Поэтому, мои дорогие, отнеситесь внимательно
ко дню 11 ноября, он очень важен. Здесь важное не, как я люблю говорить, не накосячить, да? Не косячьте, не наследите, не оставляйте себе потом работы втройне больше, да? Будьте внимательны и поступайте по чести и по совести в этот день. Это 11 ноября. Как говорится, лучше поступить по чести и по совести, чем потом разгребать это в невероятных каких-то масштабах себе в ущерб. Да? Пусть это будет не финансовый ущерб, а эмоциональный, но все же это ущерб, который требует от нас затрат, и они будут очень мощные. Да? 12 ноября, последний день уходящего цикла. Сам по себе сложный, воля слаба, эмоции на нуле. Коридор затмений со своими полнолуниями, новолуниями, да, он, конечно же, прошелся катком по нашим жизням. И все захотим, конечно же, чтобы поскорее начался новый лунный цикл, но он, сами понимаете, начинается с 13 числа. Не просто так он начинается с 13 ноября, да, и он тоже будет так себе простым, я скажу, да. Поэтому 12 ноября отдыхайте, расслабляйтесь, не предъявляйте претензий. Сложно будет в работе реализоваться. Успешный успех получить так себе. Охваты, подписчики и тому подобное. Но здесь поможет интуиция. Поступайте по интуиции. Если вы чувствуете, что вам сегодня нужно полежать, полежите. Если вы чувствуете, что вам нужно искупаться, искупайтесь. Да? Если вы чувствуете, что вам нужно встретиться с друзьями, с психологом, поговорить, встретитесь и поговорите. Да? День, когда будет очень хорошо работать интуиция и очень сложно будет выполнять материальные дела. Да? Луна в знаке Скорпион, в прекрасном секстиле с Лили, да? Поэтому интуиция будет работать хорошо. Плохо будет работать вот наше вот внешнее такое материальное, да, мои дорогие. Поэтому спокойно попивайте чаек, кофеек, глядя на прекрасный закат этого уходящего лунного цикла, и встречайте новый лунный цикл, который, не скажу, что будет очень простой, но он, по крайней мере, будет проще, чем предыдущий, который мы завершаем. Итак, 13 ноября. Новый лунный цикл. Новолуние будет в Скорпионе. Солнце, Луна и Марс будут в Скорпионе. Все это добро в оппозиции с Ураном. И что, дорогие друзья, я вам скажу? Ну, лунный цикл мощный. Захочется обнулиться, захочется, полностью отойти от всего, начать новую жизнь с чистого листа, в прямом смысле, да, и это будет момент такой достаточно сложноватый для принятия многих, для осознания своих каких-то решений, потому что комбинация на небе, я скажу, так себе. Причем в этот момент еще Лилит будет в оппозиции с Сатурном, и здесь, конечно, повылазят все наши ментальные долги прошлых жизней, все наши обиды, переживания, слезы и боли, да. Поэтому новый лунный цикл, он достаточно яркий. У многих это будет как месяц новых возможностей, да, но подробнее про новолуние это я запишу другое видео. Сейчас все-таки рассказываю в рамках этого видео, да, рассказываю такие основные эмоции, что касается этого ролика, да. Про новолуние смотрите следующее видео. Хочу уже записать его как можно раньше, да. Но продолжим, да. 14 ноября. День, конечно же, попроще, но настроение остается все то же. Никуда не делась оппозиция Урана. Захочется все с чистого листа все так же. Но кому-то все-таки уже захочется большего. Воля и сила наша внутренняя начнет потихонечку расти. Луна набирать мощь, да. Здесь что? Захочется, конечно, учиться. Прекрасный день для учебы, для реализации себя, для ораторского
творческих каких-то дел, для походов в салон красоты, для того, чтобы изменить себе образ, прическу, я не знаю, да, подобрать себе новый стиль одежды. Прекрасное состояние для этого. Луна с Меркурием в соединении находится в Стрельце. Прекрасно будут получаться заграничные контакты, находиться заграничные контакты, будет идти хорошая коммуникация, прекрасно осваивать языки, прекрасно заниматься вообще чем-то заграничным, заморским. Куда-то поехать тоже хорошо, отдохнуть, наметить себе поездку в этот день, да? Даже если реализация ее будет немножко позже. Помните, что третья неделя ноября, она такая достаточно хорошая, достаточно приятная и лайтовая, да? Поэтому 14 ноября прекрасный день для организации. Конечно, интуиция будет шарашить и говорить, что нет, не надо, зачем. Но здесь вы слушаете интуицию, потому что она подсветит как раз-таки те моменты, оградить. Наша интуиция очень хорошо работает, когда мы ее слушаем, да? И это такой очень хороший вектор по жизни, да. Прекрасно будут идти финансовые дела 14 ноября, да, поэтому, дорогие мои, не сидите на месте, действуйте. 15 ноября, день очень классный, хороший, нет никаких отягощающих обстоятельств на небе, кроме как обнулиться, начать все с чистого листа. Солнце по-прежнему в Скорпионе, в соединении с Марсом, конечно же, захочется попылить, захочется разругаться. Вообще весь месяц Солнце в соединении с Марсом, и это такой момент, когда в нас очень много силы, от этой силы преобладает агрессия, но ее можно очень классно направить либо в реализацию, либо же для того, чтобы ругаться с окружающими. Я, естественно, говорю вам, работайте, делайте больше, реализуйтесь, не пылите, начните заняться спортом. Прекрасное время для занятий спортом, для того, чтобы направить свою энергию в нужное русло, да? И буквально с 16 ноября Луна переходит в знак Скорпиона, и здесь заняться спортом получится вот просто на ура, да? В ближайшие дни 16 и 17 ноября Луна в прекрасном гармоничном аспекте с Сатурном, да, и здесь заняться спортом, начать что-то сложное делать, реализовывать. Прекрасное время для бизнеса, для работы, для дел, которые давно откладывали, самых тяжелых дел. Тяжелые дела будут получаться просто на ура. А дела, представляете, как будут получаться дела, которые нравятся, да? Поэтому 16 ноября прекрасно работайте, внедряйте. 17 ноября все то же самое, да, внедряйте, работайте, но понимайте, что у вас есть любимки, которым необходимо внимание и тепло. Они, конечно же, могут 17 ноября загрустить и начать предъявлять претензии. 18 ноября Луна в соединении с Плутоном, и здесь либо мы хорошо работаем, либо мы переживаем, злимся, нагнетаем, угнетаем других и портим им жизнь. Здесь, понимаете, разбираемся в своих обидах, переживаниях, либо создаем их другим людям, да? Либо же работаем, создаем себя, да? Солнце в соединении с Марсом, активно очень много энергии, это очень много энергии, да? Луна в соединении с Плутоном, энергия агрессивная по всем фронтам, да? Две самые главные наши планеты, они в таких тисках мощной агрессии, поэтому здесь либо же зарабатывайте, либо же занимайтесь в спортзале для того, чтобы не портить жизнь другим людям, да? Потому что испортить будет проще всего. 19 ноября тоже прекрасный день для работы, для реализации IT, сложных проектов, умственных проектов, проектов онлайн, но плохо будет с пиаром, потому что Луна в квадратуре с Юпитером, и здесь, конечно, можно будет легко испортить себе репутацию. Для пиара подождите, запаситесь. 20 ноября прекрасно для пиара день, 19 ноября так себе для пиара день, да? Поэтому, дорогие мои, помните, что для каждого дня, для каждой возможности есть свой день. И 19 ноября прекрасный день
для умственных способностей, для раскрытия умственных способностей, для знаний, для обучения, для повторения. Прекрасный день для того, чтобы, например, освоить вождение. Да? Работа с техникой будет тоже классно получаться 19 ноября. 20 ноября Луна в соединении с Сатурном. Прекрасный день для того, чтобы покопаться. Причем плюс это еще все находится в квадратуре с Солнцем и с Марсом, да? Поэтому силы воли будет очень много. Да? Прекрасный день, например, бросить курить. Бросить пить, да, то есть взять какую-нибудь аскезу, да, на фоне своих внутренних глубинных переживаний, которые вас таятся, которые вы давно не могли понять, постичь, и вам реально это мешает по жизни, да, либо, например, выстроить график сна, режим дня, то есть взять такую, как любят говорить, аскезу, да, на самом деле оно так и есть, да, привычку себе какую-то внедрить в жизнь, получится, энергии будет очень много, и вы будете понимать, прям осознавать, почему не получалось раньше, и вот понимать, для чего вы берете эту привычку в жизнь, да, и она с вами закрепится, конечно, если вы каждый день будете ее, поддерживать, то есть начинаете там, например, 20 ноября, все, я больше не курю, да, и вот каждый день я не курю, почему? И напоминайте себе, потому что это портит мои зубы, это портит мои легкие, это портит мое тело, здоровье и тому подобное, просто потому что, я не знаю, там, для кого-то это дорого, для кого-то это физическое здоровье плохо, для кого-то это не имеет больше смысла, прошел вот этот вот период, да, кто-то понимает психологическую составляющую тех самых проблем, которые есть в жизни, да, там пить, курить, то есть вот это вот отсутствие желания, когда человеку не нравится находиться в том месте, где он есть, ему не нравится его жизнь, поэтому очень много вредных привычек окружают человека, поэтому 20 ноября прекрасный день для того, чтобы выработать себе полезные привычки и понять, что же вы хотите от жизни. Да, наметить себе четкий план в жизни активной такой реализации. 21 ноября. Здесь, конечно же, день, я бы так сказала, дублер предыдущего, но нет, Луна перешла в знак Рыбы, здесь захочется себя пожалеть, захочется от всего отказаться, потому что уже эмоциональный фон немножко другой, да, Луна ушла от соединения с Сатурном, уже мы такие не сильные, не мощные, мы уже такие, как желейка, расслабленные, творческие, да, где-то ноем, и здесь кажется, ой, да нет, я лучше опять начну делать все по-старому, тогда было лучше, нет, потерпите 2 денька буквально, и ваши отношения и ощущения изменятся, да, как говорится, первые 3 дня самые сложные, на самом деле это так, потому что 21 числа будет состояние желейки, 22 числа, да, Луна будет в соединении с рыбами, и здесь захочется прям очень сильно себя пожалеть и сказать, что нет, я хочу все вернуть обратно, но прекрасные при этом дни для реализации в творчестве, да, творческие профессии будут идти на ура, прекрасные аспекты, что-то новое реализовать тоже хорошо, да, кстати, на небе ушла вот эта оппозиция, да, которая хотела все обнулить, да, вот это внутреннее желание, претензия со всеми поругаться, она ушла, поэтому для работы прекрасное время, для реализации творческих проектов очень даже хорошо, да, 23 ноября, да, 23 ноября, я бы так сказала, и вечер 22 ноября Луна переходит в знак Овен, да, вторая половина дня, и здесь, конечно же, ощущение, настроение, все, я силен, я снова борец, я снова работаю, я снова пашу, я снова зарабатываю, я снова с полезными привычками, со аскезами, со своими устоявшимися мыслями, да, поэтому, дорогие друзья, 22 вторая половина дня, и будет прекрасное ощущение настроения, деятельности, активности, бодрствования, да, поэтому все дела делайте в этот день, начинайте что-то новое, начинайте что-то активное, начинайте действовать, не переживайте за то, что не получится, обязательно получится, настроение активное будет, самое главное, что вот этот движ, внутренний моторчик, он будет как раз-таки на волне работать, да.
24 ноября, Луна в соединении с северным узлом, и здесь, конечно же, мы приобретем такое ощущение мысли, куда мы все идем. Вот как всегда, на самых интересных моментах месяца море всегда делает такую красивую картинку, да? Как будто специально, может и так, может и так. В день, когда необходимо сесть, подумать, куда мы идем, где мы хотим реализоваться, зачем нам вообще вот эта работа, которой мы занимаемся, что полезного несет наш труд, наш бизнес, наша сфера, в которой мы реализовываемся, да? Что полезного вообще мы делаем для своего будущего, потому что необходимо, ребята, в ближайший год пойти в ту стезю, в ту сферу деятельности и встать на те лыжи, которые мы, как говорится, хотим развивать, да? То есть начать становиться тем человеком, кем мы хотим стать, да? Поэтому, мои дорогие, 24 ноября день для осознавания вот этого всего. Высокие мысли, интересные мысли пусть придут к вам в голову. Понимаете всю серьезность, да, всю серьезность ваших решений, что вы влияете не только на себя, но и на свою семью. Воспитывая своих детей, вы воспитываете нацию. Воспитывая нацию, вы понимаете, какая старость нас всех ждет. Вот эти глобальные проблемы человечества, не каждый о них задумывается на самом деле, но понимаете и осознавайте, что мы творим наше будущее. В прямом смысле этого слова наши действия как раз-таки ведут к тому самому будущему, в котором мы с вами будем жить. Поэтому 24 ноября прекрасный для осознания день. 25 ноября Луна в соединении с Юпитером, да, в знаке Тельца. Прекрасно подумать о своих материальных благах, что мы достигли, что мы сделали для себя, потому что все то, что мы сделали для себя, естественно, мы делаем и для мира, да, и мир живет в наших деяниях. Прекрасный день для работы, для реализации, для продвижения, для пиара, для международных проектов, для соглашений, для знаний, для обучения, для того, чтобы вот прям договориться, сдружиться и тому подобное, да. Меркурий гармоничный, Юпитер тоже гармоничный, знания будут идти легко, поэтому если необходимо что-то выучить, сдать экзамен, прекрасный день, 24 ноября, подумайте о том, что у вас есть, и для того, чтобы наметить план на ближайший месяц, на ближайший год, 25 ноября прекрасный для этого день. 26 ноября Луна в соединении с Ураном, и здесь, пожалуйста, полегче. Здесь, пожалуйста, полегче. Будут хорошо работать, получаться креативные проекты, информационные проекты, IT-сфера, но при этом будет сложно в личной жизни, потому что будет такой завышенный уровень свободы, да, завышенный уровень такой, я бы сказала, активности, внутренних действий, поэтому мозговой активности будет хорошей, да. В личной жизни будет немножко тяжеловато. Будьте уважительны к своим партнерам в этот день, да, понимайте, что момент пройдет, делайте работу, понимайте, чтобы вас не ждали, уйдите в работу, если вам это необходимо, потому что 26 ноября очень много креативных мыслей, идей придет в ваши головы, да, поэтому, дорогие мои, отслеживайте этот день. 27 ноября, день сложноватый, полнолуние. Луна в Близнецах в оппозиции с Солнцем, с Марсом, да, агрессивное полнолуние еще раз, все это в квадратуре с Лилит. Внутреннее чутье, ощущение будет нам говорить, что как бы сложно, много обид, переживаний, вопросиков из прошлого вылезет. На полнолуние мы все будем переживать, плюс еще все это добро в квадратуре с Сатурном, да, и здесь, конечно, такая сложная, тяжелая карма выйдет на поверхность. Вопросы прошлого, которые мы не доделали, обиды, которые мы не хотели вариться, выйдут наружу. Отслеживайте это. Я всегда говорю, что все наши обиды, переживания – это наши возможности, да, но только нужно в них разобраться, то есть иметь честолюбие, то есть честно ответить себе на вопросы даже своих же ошибок, да. Поэтому честно варитесь в этом, честно осознавайтесь перед самими собой, и будет счастье, да. 27 ноября.
28 ноября Луна в Близнецах. Нет никаких тяжелых, сложных аспектов, отягощающих, я бы так сказала, эмоциональное состояние. Захочется быть то здесь, то там, прогуляться, прогуляйтесь. Да? Луна пошла на убыль, а значит, воля наша будет слабеть потихонечку с каждым днем. Да? Планируется завершать проекты какие-то, начинать нечто новое, увольняться с работы хорошо увольняться с работы, не впадайте в жертву, четко подписывайте все документы, которые у вас есть, потому что Меркурий будет в квадратуре с Нептуном, и Нептун начинает останавливаться, потихоньку замедляться, и в начале декабря он развернется, да, поэтому, дорогие мои, здесь, пожалуйста, отслеживайте, что вы говорите, что вы делаете. Сложно будет в путешествиях, в поездках, можно быть легко обманутыми, и здесь, пожалуйста, понимайте это. Что еще? Плутон будет в квадратурах с узлами и в квадратуре с Венерой, да, то есть будет сходиться вот это как раз-таки квадратура с Венерой, будет эмоционально тяжело давить на любовную сферу, но если давит эмоционально тяжело на любовную сферу, значит, есть где расти, потому что наша эмоционально-любовная сфера будет четко зависеть от наших финансов вот как раз-таки в эти дни, в эти уходящие дни ноября, да, 28, 29 и 30 ноября Венера в квадратуре с Плутоном и в соединении с южным кармическим узлом. Что не сделали, что не доделали, ошибки в прошлом, где ошибались в любовной сфере, где ошибались в партнерских отношениях, где нахамили, где нагрубили, где надо извиниться, где понять, что делали не так. Понимайте и осознавайте, потому что, еще раз напоминаю, Венера – это планета, казалось бы, простая, но и казалось бы, все в жизни просто. Ну, у многих, конечно же, философия: я не хочу проблем в личной жизни, у меня нет личной жизни, я по жизни одиночка. Плохая философия, просто ужасная философия, потому что нет личной жизни, нет денег. Ну вот так устроена жизнь, да. А если же у вас есть деньги и нет личной жизни, вы думаете, что так классно, это говорит о том, что денег может быть еще больше. Но денег дают больше еще только тогда, когда личная жизнь есть, когда вы в личной жизни растете, когда вы растете вместе с партнером, да, когда и вы растете, и он, когда вы преодолеваете все те сложности, трудности есть. И я вам так скажу, что в последних днях ноября, это 27, да, 28 и 29 ноября, 30 тоже, будет сложно в личной жизни, будет сложно с финансами. Поэтому все финансовые вопросы, пожалуйста, сделайте в третьей неделе ноября, когда это было сделать очень хорошо, да, когда деньги шли хорошо, было много прекрасных аспектов для их заработка. Последние 4 дня ноября будут сложные для заработка, потому что весь фокус внимания будет идти на личную жизнь, да, и здесь, конечно же, деньги, вложения, проекты, связанные с красотой, будут немножко сбоить, да. Личная жизнь будет на тормозе, я бы так сказала, но образование в бьюти-индустрии хорошо будет хорошо здесь. Если вы будете идти на контакт в личных отношениях, на работе, с финансами, то у вас, я так скажу, начнет получаться. Получится. Нет такого, что как бы все будет очень плохо, сложно будет найти денег, сложно будет заработать, сложно будет в личной жизни. Такого нет. Если вы будете идти в контакт, идти на разговор, то все будет каким-то мистическим образом получаться. Нет, на самом деле это такая причинно-следственная связь. Если вы делаете, если вы в этом разбираетесь, и Меркурий как раз-таки будет главным помощником в этих делах. Поэтому, мои дорогие, идите на контакт. Для того, чтобы прожить качественно и хорошо последние дни, уходящие дни ноября, то есть 27, 28, 29 и 30, потому что дни очень похожи сами по себе, да, но работать будет хорошо, да, в работе будет прекрасно, но
будет очень много подводных камней, которые будут выбивать из колеи. И для того, чтобы их разобрать, необходимо будет как раз-таки идти в разговор, в коммуникацию, в мирное урегулирование, я бы так сказала, конфликтов. 30 ноября все станет прям очень хорошо, дорогие, а значит, я делаю выводы, что все у нас с вами получится. Дорогие друзья, это был астрологический прогноз и планер, который вы любите уже на каждый день ноября. Я желаю, чтобы этот месяц прошел для вас максимально продуктивно и интересно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я рада, что вот у меня есть такая возможность записывать с такой красивой картинкой. Если же у вас есть вопросы по определенным дням месяца, или вы что-то запланировали, оставляйте в комментариях свои дату, время и место рождения. Я обязательно отвечу, как этот день будет влиять на вас, на вашу сферу. И я надеюсь, что буду полезна. Спасибо, что досмотрели до конца, мои дорогие. И увидимся с вами в следующем ролике.